У нас продолжаются военные вопросы. Следующий от Станислава Игоревича из Москвы. Валерий Викторович, почему же французы в Первую мировую реально героически воевали с немцами? Битва при Вердене чего стоит? Ох, с чего стоит? Почти 1 миллион жизней. Вермахту во Второй мировой в 40-м разгромно быстро проиграли и бездарно сдались. При том, что есть сведения о том, что у них было на тот момент превосходство в военной мощи. Еще какое. И вот если мы будем вот в таких категориях, мы ничего не поймем. Вот если мы будем изучать нормально историю Первой мировой войны, то мы увидим, что особого-то героизма никакого не было. Вот что такое битва при Вердене или на Сомме? Это бездарность командования и перемолот людской массы. Что с одной стороны, что с другой стороны. Брусиловский прорыв – это прекрасное творческое военное решение. А там это просто бадания, которые перемалывали. Насчет героизма, это, извините, в Первую мировую войну тоже не к французам, а это к русскому экспедиционному корпусу в составе французской армии, которая во Франции воевала. Вот тех сами французы признают: ой, извините, мы на такой героизм не способны. Почему в 40-м году сдались? Маршал Петен, герой Вердена. Чего произошло? Маршал Петен, личная встреча с Гитлером и гарантия того, что вишистская Франция будет следовать полностью в русле Третьего Рейха. И что происходило на территории Франции? Если приходила разнарядка на рабочую силу в Париж, то рабочих собирали и отправляли на работу в Германию, немецкие оккупационные комендатуры. Точно такая же разнарядка, и этим занималась, которая приходила в Виши, уже занималось французское национальное правительство. Записаться в эсэсовскую дивизию «Шарлемань»? Да пожалуйста! Что на той, что на другой территории. И французы как прозвали маршала Петена? Пютен. Шлюха по-французски. Игра слов, но она по сути. А ведь его авторитет был, я даже не знаю, это вот сейчас даже с Жуковым невозможно сравнить после Первой мировой войны, какой был авторитет у маршала Петена. Почему? И Первая мировая война, и Вторая мировая война, по сути, это война против России. Особенно Вторая мировая война. И Гитлер, и Петен имели одну цель войны против России. И поэтому французская армия не воевала. Она сдала танки, например, Б-1, их потом выбивали уже в России. 3000 самолетов. Где они нашли упокоение? В России. Мы первый год выбивали всю трофейную авиацию Запада. Все, что дали французы и другие. Так что мы воевали с Объединенным Западом. И сдалась Франция ровно для того, чтобы усилить Германию и потом общими силами направиться воевать в Россию. Кто не принял? Де Голль не принял. Де Голль. Он переиграл англичан, что ему не простили, и в 1968 году его совершили оранжевую революцию, его и скинули. Но до самого конца де Голль, приезжая в Россию, обязательно шел на могилу Сталина и долго стоял там молча. Потому что только Сталин понимал де Голля, а де Голль понимал, что Сталин, защищая интересы Советского Союза, интересы России, защищает интересы всего мира. Это вот к вопросу о том, война чего с чем была. Война русского мира и
Де-Голь, один из самых таких активных участников был построения этого русского мира. Он был за то, чтобы рубль был над государственной валютой, а не доллар. Что сделали наши предатели из ЦК КПСС и Политбюро, когда сливали страну после Сталина. Так что для войны против Советского Союза, который был отнюдь не слабой Российской империей, требовалась мощь всей Европы. И поэтому французы в Первую мировую войну нужен был перемолот ресурсов, согласно планам глобального предиктора, а во Второй мировой войне нужно было, чтобы все ресурсы Европы были даны Гитлеру, чтобы он мог эффективно воевать против Советского Союза, против России. Цели определили поведение французского правительства в Первую мировую войну и во Вторую мировую войну.